что это такое. Танец Бутоу родился в Японии, и родился он в конце прошлого века, в 60-х годах, когда происходила культурная революция, сексуальная революция, было очень много революций. Вот, случилась Хиросима и Нагасаки. В общем, японцы знают об этом довольно много. И родился этот танец Будо, точнее даже это не танец, это антитанец. Здесь нет никакой хореографии, здесь нет никакой красоты, никаких па выстроенных и так далее. В основном это импровизация, в основном это все идет от души. И Будо, как правило, это очень непросто, это очень даже где-то тяжело. Но, как сказал Тацуми Хиджиката, создатель танца Будо, он сказал такую замечательную фразу: не пройдя тьмы, ты не сможешь дойти до света. И мне кажется, что вот сейчас это самое, то сейчас мы проходим тьму. Я очень надеюсь, что мы придем до света. Крым и Севастополь снова в составе России. Историческая справедливость восторжествовала. Концентрационные лагеря строились на Украине, были известны нам раньше. Но сегодня нам удалось снять с того. Я слышал, вы сказали, концентрационные лагеря. Совершенно верно. Далеко до федеральной трассы 50 километров. Зачем у тебя машина? Если нет дороги, зачем машина? Детей топить, так сказать, москали оккупировали. И сразу прям бросаешь в реку с бурным течением. Видно, что Навальный стал увлекаться политической педофилией. Это инструмент гибридной войны. И в этой гибридной войне мы должны защитить наши ценности, мы должны защитить наше общество, мы должны защитить наших детей. Что они делают со своими собственными народами? Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращение, издевательство над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой их жизни. Мы обязаны защитить наших детей. И мы сделаем это, защитим наших детей от деградации и вражды. Которая страшно раздражает, включает ту террористическую активность, которая развивает как диверсионные группы, так и украинские беспилотники на нашей территории. Отвечать надо жесточайшим образом. Минувшей ночью на Путина было совершено покушение. Кремль атаковали сразу 2 украинских дрона. С вами, ребята, это помощь фронту. И мы должны все сделать для фронта, для победы, нашей победы. Потому что я не знаю, как кого, у меня один мозг, и у меня одно гражданство. И реально отступать некуда, позади Москва. А еще позади меня мои дети, моя семья. Правильно говорит Виктор Жозефович. Бомбить. Мы вобьем вам эти леопарды, ваши птические жопы в самом центре Берлина. Пишущий, любой журналист, работающий в кадре, знает, что единственные люди, работающие в кадре, обладающие интеллектом, это, собственно, сами эти журналисты. Не актеры, не все эти талантливые тиктокеры, это люди, у которых там поток информации из космоса. Они интеллектом не обладают на слово совсем просто, потому что иначе они не смогут возвращаться. Поэтому не надо так серьезно относиться к словам актеров в принципе. Я понял. За 8 лет до этого они убивали детей, насиловали женщин. Когда туда приезжаешь, и тебе показывают колодцы, куда сбрасывали трупы неугодных и трупы изнасилованных женщин. Запад это не видел, Западу было смешно. Пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Оружие, оно предназначено, чтобы его применяли как любое другое оружие. Российские ракеты долетят до территории Соединенных Штатов быстрее, чем американские на российской территории, даже если они будут выпущены первыми. Вы научитесь мужской работе и достойно встретите Третью мировую войну. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були вже чиїмось. Хтось ними плакав, мучився, болів, і з них почав і ними ж завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Це повторялось
і краса, і потворність. Усе було асфальти і спориші. Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Переможемо. Сидят такси в конце пути. Вдвоем на заднем сиденье в такси в конце пути. Я не был хорош до конца, как мне прийти. Я не знаю ничего, лишь тоску твоих глаз. Я не знаю ничего в этом мире, лишь тоску твоих глаз. Твои женские символы — хороший повод для нас. Мир жесток, этот короток век. Мир так жесток, этот короток век. Без тебя не вздохнуть и не разлить век. Пока я ждал шанса, я сунулся и я постарел. Пока я решался, я сунулся и я охуел. Согрей мое сердце теплом наших тел. Я 25 такси в конце пути. Вдвоем на заднем сиденье в такси в конце пути. Сейчас самое время, как мне крутить. Черные кварталы, и был рождение темный лес, и заповедные даты, и я обратилась в эти окна, руки сжимая до хруста, и все, что было у меня. Вот тебе чувства, в них и причина любого искусства, раненой грустью. Где-то на дне наших глаз я вижу надежду между нами границы, страницы, вершины и катакомбы. Время любить, мне время разбрасывать бомбы. Постріли зірки через руки перестань триматись міцно за руки, на них були смертельні рани. Я обміняв їх на вічі, вільні карти, бездуган. Оці відчувства, в них і причина любого искусства, ранены грустью. Где-то на дне наших глаз я вижу надежду между нами границы, страницы, вершины и катакомбы. Время любить, не время разбрасывать бомбы.
В них и причина любого искусства. Мы ранены грустью, но где-то на дне наших глаз я вижу надежду между нами границы, страницы, вершины и катакомбы. Время любить, не время разбрасывать в себе чувства. В них и причина любого искусства. Мы ранены грустью, но где-то на дне наших глаз я вижу надежду между нами границы, страницы, вершины и катакомбы. Время любить, не время разбрасывать бомбы. Вынужден оставить свой дом. Эта дальняя дорога стала домом родным, где не прячу больше строки в страхе срока тюрьмы. И эта дальняя дорога, где под светом луны я оплакиваю молодость, ее украл ты. Ночью в поезде не спится, наши окна пусты, ожидание границы и тревоги. Внутри похороненные принципы среди темноты. В этих лицах нет свободы, ведь ее украл ты. Лесостепь на сетчатке размыта, самолеты летают так низко, в голове кинотрип Балабанова, с плейлистом запрещенных артистов. Мы разделены разными странами, мы скучаем по прошлой любви и того, кто сейчас строит жизнь заново, просто рядом со мной. Обними, 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 обними. Эта дальняя дорога стала домом родным. Так, все рассаживаемся. Следующий выступающий у нас тур. Вот, песня. Да, авторского сочинения. Нам не разрешили открыть дверь. Включили? Они сказали, да, что когда играют. Вентиляция идет, я чувствую, она будет. Есть еще вентилятор, который просто... Может быть, сейчас. Так, окей. Привет. Привет.
Я кучу лет не выступал с песнями, за словами, Давай. все песни. Больше 20 лет назад. Давайте я еще стихотворение, что ли, тогда прочитаю, чтобы для совсем уже... На табуретку вставай тогда. Табуретку. Я боюсь, упаду, я такой неловкий, кажется. Да, интересно, что надо было уехать из России, чтобы начать выступать с текстами на русском языке. Видишь, пригодилось. Да. Так. Стихотворение называется «Тенерифе». Я его написал 5 лет назад. Так, я открою, чтобы с волнения не забыть. И не перепутать ничего. Извините, здесь не жарко, здесь кислород. Здесь очень душно, да. Здесь не жарко. Нет, просто пока они поют, Да. можно дверь открытой держать. Да, я... Это вентилятор, это не жары, здесь не кислорода. Я бы открыл просто окошко. Конечно, открыть окно здесь нереально. Кто такой? Надо просто встать на стул и открыть окно. Там, наверное, не достанут. Когда не поют, хотя бы две штуки. Богдан, ты высокий, залезь, открой. Я думаю, что это невозможно, потому что... Соседи? Там соседи, да. Окей, да, вот нам говорили, что сразу для настоящей квартиры с соседями, которые слышатся стук копыт. Давай так еще закрыть дверь. Но вы спросите его, потому что... Мы закрыли ту дверь. Окей. Окей, Тенерифе. От желчи двуглавых орлов, их мелкой и едкой обиды, их глупых торжественных слов, храните меня нереиды. Атлантики ветер в окно, сквозь степи домашние и мили, стучим, чтобы не все равно, как умерли мы и как жили. Смотри мне в глаза, океан, как каменный гость, только строже. Я лезу зачем-то в карман. Здесь мягче, теплей и моложе. Нет. Мы играли каждый раз. Давай. Мы играли каждый раз, 2 раза играли. Все. Даже то, что я родился здесь, даже лица тех, кого я любил, даже слова, что я пел. И вот я говорю с тобой. Ты слушаешь? Нет. Что же, так даже лучше. Я буду говорить с тобой нежно. Мой корабль отошел, ему не светит причал, и мне больше не стыдно за моря, которых я ждал. Тех забыл. И вот я говорю с капитаном, он кажется мертв. Ах, как это славно! Теперь я расскажу ему все. Здесь повсюду сквозит, и при этом везде хата. Тем душнее, чем приличный вид, страшнее всего, когда совесть
перестань. А я так дал ветер жизни, и он меня смел. Ах, если бы в небесах была трещина, клянусь, я бы ушел. Наверняка слышали. Ваше поколение, наверное, уже. Это наше. Она до нашего рождения задолго Розглядайте, хлопці, коні, та лягайте спочивати, а я піду в сад зелений, сад зелений, покупати, і на чорна, дівчина саду, я веду балуватися, і на чорна, дівчина саду, я веду балуватися. Опа, приміченьку, будеш небо саду, чи не вийде дівчинонька, рано вранку балуватися, і на чорна, дівчина саду, я веду балуватися, і на чорна, дівчина саду, я веду балуватися. Вийшла дівчинонька, заміж не виводиться, а за нею козаченько, де коні на побачаться, і на чорна, дівчина саду, я веду балуватися, і на чорна, дівчина саду, я веду балуватися. Вона росла невеличка, ще
part of the poem in my Russian, which I started learning when 25 years ago, before I met my love, Sasha. But still, I don't command it very well. So the first thing I will do is to read a part in Russian. You know that he was awarded, Pasternak, in the 50s, he was awarded with a Nobel Prize. And something happened, no? As it happened with Ukrainian poems, no? He was guilty of being a Nobel Prize. So he wrote a poem in 1959 expressing his feelings about this, okay? So first I will read the four first verses, the first paragraph, and then the two ones which have been censored even today in Russia, and I will read with them in English, okay? And with Sasha, which it will be great because then you will not notice my horrible accent. Okay, imagine that I am Pasternak. Okay, sexy, because you know that Pasternak, as many dissidents, was very handsome. I don't know if you have noticed that dictators usually are ugly and disgusting, and dissidents are beautiful, are handsome. Maybe this is why they envy them and they want to kill them. And probably. And then, as I have to read, because I started trying to memorize it, it was horrible. I more or less I know by heart the first paragraph, but then if you see his picture, it will be so disgraceful to read it. Okay, значит. Я пропал, как зверь в загоне, где-то люди, воля, свет, а за мною шум погони, не наружу, ходу нет. Темный лес и берег пруда, еле свалено и бревно, путь отрезан отовсюду, будь что будет, все равно. Что же сделал? Я запакать, я убийца и злодей, я весь мир заставил плакать над красой земли моей. Ну и так, почти у гроба, верю я, придет пора, силу подлости и злобы одолеет дух добра. The beaters in a ring close in, with a wrong praying view. I've nobody at my right hand, nobody faithful and true, and with such a noose on my throat, I should like for 1 second my tears to be whipped away by someone I might right hand. Я говорю по-русски неплохо, so yeah. But I will start in English now, just so I get my point across. I just want to say, hold on. I want to say a few words по-русски first. Я год изучала русский язык, поэтому часть моей души всегда будет русской. Это посвящение силы украинских и российских женщин и ЛГБТ-персон, у которых хватило мужества рискнуть своей жизнью, чтобы убедиться, что они стоят на правильной стороне истории. Сороковые by David Samoilov. I'm going to set for the poem. Сороковые, роковые, военные, фронтовое, где извещения похоронные и перестуки эшелонные,
гудят накатанные рельсы. Просторно, холодно, высоко. И погорелцы кочуют из запада к востоку. И это на полустанке и своей заморозной ушанке, где звездочка неуставная и вырезанная иванкой. Да, это я на белом свете. Худой, веселый и задорный, и у меня табак и кисеты, и у меня мундштук наборный, и я с девчонкой балагурю. И больше нужного хромаю, и пайку надвое ломаю, и все на свете понимают, как это было, как совпала война, беда, мечта и юность. И это все в меня запало. И лишь потом во мне очнулось. Роковое, свинцовое, пороховое. Война гуляет по России, а мы такие молодые. И завершает второй блок, после которого у нас будет перерывчик небольшой. Once again, you'll be happy, you bet you are a crazy jerk. The constellation in the sky made of stop cigarettes. Who doesn't see you but believe you feels really sad? This new rock star looks like a complicated violently reacting suddenly to my refusals. All your expressions like hysterical abuses. You get it all, no right away. The passive path has deadly powers in the creepy ways. Listen to me, copy of copies, and can be anyone you wanna be. I pure because of your agony. In a film, try to break me. Better burn your shining fancy glitter. Wash away the masks of your illusions and try to stay yourself.
with me, you wanted more. Secretly girls play a new guitar. Once nobody could become a star. It looks like you're late, just didn't figure out again. You were building all your dreams. Next to you there was only me. Long tangly hair, with leather jacket, drugs, alcohol, you had nothing better. You felt to all concerts, vapor saga, the falling rock star is completely drunk. Listen to me, my lovely rock, it's time to know to be the truth. And after all my life was broken, but I still care about you. Just find my all my fire, never, and tell the past it's over. Yeah, yeah. You were incredible, there was inspired by the truth. The crowds of your crazy fans were always before me. Everything is broken now. You're absolutely alone. You didn't text me goodbye when you realized I was gone. Yeah, yeah. Was gone. Now you're lying alone, crying and listening to your best successful album. It's all about me. Now you're lying alone, crying and listening to your best successful album. It's all about me. It's all about me. You are incredible bomb that is inspired by the truth. The crowds of your crazy fans are always behind me. Everything has just begun. You're on the stage again. The rockstar goes in the sky. You will never be the same. And now we're lying alone, sitting and listening to your successful album. It's what about us. And now we're lying alone, sitting and listening to your successful album. You wrote about us. You wrote about us. You wrote about us. Once again, you'll be happy, I can bet you are a crazy jerk. The constellation in the sky made of stop cigarettes. Who doesn't see you but believe you feels really sad? This new rock star looks like a complicated, violently reacting suddenly to my refusals. All your expressions like hysterical abuses. You get it all, no right away. The passive path is deadly powers in the creepy ways. Listen to me, copy of copies, and can be anyone you wanna be. I pure because of your agony. In a film, try to break me. Better burn your shining fancy glitter. Wash away the masks of your illusions and try to stay yourself.
So when you become a star, it looks like you're a lady. Just didn't figure out again. You were building all your dreams. Next to you, there was only me. Long tangly hair, with leather jacket, drugs, alcohol. You had nothing better. You felt to concerts, vapor saga. The falling rock star is completely dry. Listen to me, my lovely rock. It's time to know to be the truth. And after all, my heart was broken, but I still care about you. Just find my all my fire, never, and tell the past it's over. Yeah, yeah. You were incredible, but there wasn't inspired by the truth. The crowds of your crazy fans were always before me. Everything is broken now. You're absolutely alone. You didn't text me goodbye when you realized I was gone. Yeah, yeah. Was gone. Now you're lying alone, crying and listening to your best successful album. That's all about me. Now you're lying alone, crying and listening to your best successful album. That's all about me. It's all about me. You are incredible, one that is inspired by the truth. The crowds of your crazy fans are always behind me. Everything has just begun. You're on the stage again. The rockstar goes in the sky. You will never be the same. And I were lying alone, sitting and listening to you. The successful album is what about it. And I were lying alone, sitting and listening to you. The successful album, you wrote about us. You wrote about us. You wrote about us. To all of the women and LGBT people who have fought to be here today. So, this is a bit of a rendition of I'm Every Woman by Whitney Houston. Just a bit. It's a cappella. Whatever you want, whatever you need, anything you want done, baby, I'll do it naturally, 'cause I'm every woman, it's all in me. It's all in me. Ooh, I'm bragging 'cause I'm the one. Just me, it shall be done. Don't bother to compare, 'cause I got it. I got it. I'm every woman. Желаю оставаться золотой по возможности.
здравствуют нелегкие времена. Вот, песня, почему мне нравится Высоцкого эта песня, наверное, это одна из первых таких написанных в советское время пацифистических песен, которые говорят о чем? Говорят, что от гражданской позиции каждого из нас, наверное, зависит та большая победа, которой человечество уже столько тысячелетий идет. Вот. Песня называется «Тот, который не стрелял». Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. Меня стрелял под утро из ружей целый завод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то, чтобы не знаю, рассказывать нельзя. Мой командир меня почти что спас, но кто-то на расстреле настоял, и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая всегда наперекос. Однажды языка я добыл, но не донес. И странный тип суетен, неумолимый наш, уже тогда заметил и взял на карандаш он выволок на светлый привал. Подколотый, подшитый материал никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким криком плик, и залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, живы, зараза, тащите в медсанбат, расстреливать 2 раза, пусть там и не велят. Врач до утра все щелкал языком, и, матюкаясь, пули удаляла я в бреду. Беседовал тайком с тем пареньком, который не стрелял. Я рада, как собака, лизал, а не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил у меня влюбленный весь слабый женский пол. Эй ты, недостреленный, давай-ка на укол наш батальон. Геройствовал в Крыму, а я туда глюкозу посылал, чтоб было слаще воевать ему. Кому? Тому, который не стрелял. Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось загнуться, и я воевал. В свой полк определили, воюй, сказал комбат. А что не дострелили, так я, брат, даже рад. Я тоже рад. Но присев у пня, я был белугой. Судьбину клял немецкий снайпер, дострелил меня, убив того, который не стрелял.